Я подключилась. Мои хорошие, давайте подтягивайтесь. Я в шоке от интернета, от нашего. Очень хочу снова вас всех видеть. Возвращайтесь, пожалуйста, да. Отлично, отлично. Простите, девчонки, мальчишки, но сами понимаете, это уже не от меня зависит. Такая фигня происходит с нашим интернетом. Все сейчас, наверное, сидят и лазят по телефонам. Поэтому интернет у меня, как видите, немножко глюканул интернет. Давайте коротко теперь еще раз я напомню, что у нас было в прошлом прямом эфире. И еще раз, кто не успел тогда присоединиться, я вас познакомлю. Присоединяйтесь, пожалуйста, сейчас с нашей моделью. Всем привет, я очень вас рада. Спасибо, что вы меня поддерживаете. И я думаю, что вам очень понравится эта стрижка, которую мы сейчас с вами придумаем. Я вас разворачиваю. Угу. Вот еще раз давайте познакомимся с вами. Это наша Людмила. Меня зовут Петрова Ольга. И мы сейчас с вами будем подбирать стрижку. Те, кто был в начале, или те, кто не был, кто присоединился, я коротко вам тогда напомню, на чем мы остановились. Мы еще на самом деле ничего серьезного не решали, поэтому вы все вовремя. Я надеюсь, интернет нас больше не выбросит. Значит, у нас, у Людмилы, волосы не густые, не могу сказать, что густые, но толщина средняя волос. Волос кончиком немного суховат. Ну, как видите, крашеный, поэтому, в общем, поэтому сухость присутствует. Чтобы подобрать стрижку, нам обязательно надо сначала понять структуру волос и понять форму головы. То есть для этого вы должны обязательно прощупать форму головы и посмотреть впуклости и выпуклости, так называемые, да, ямки и бугорки. Обязательно мы смотрим с вами затылочную зону, как у нас с вами выглядит наш затылок. Видите, затылок у нас идеальный, форма затылка хорошая, нигде не заваленная, вмятин нет, прекрасно. Косточки, бугры торчат, косточки не торчат. То есть у нас вообще идеальный затылок. Мы с вами после того, когда определили, что волосы нормальные у нас, я не могу сказать, что они густые, не могу сказать, что толстые, у нас нормальные волосы, поэтому есть из чего сыграть, то есть есть сделать из чего стрижку. Мы обязательно должны с вами посмотреть на нижнюю затылочную зону, потому что вдруг мы решим с вами открыть шею, и там нам надо обязательно посмотреть рост волос. Это обязательные условия. То есть сначала мы разбираем с вами структуру волоса, дальше форму головы, дальше мы смотрим рост волос. Видите, немножко сходится у нас к центру с вами. Вот такой вот хвостик есть. И немножко поднимаются уголочки, видите? Но это все не критично. Это все скроется, даже если вы будете делать какую-то среднюю длину. Это не критично, это все равно будет лежать под тяжестью следующих прядей. Поэтому будем считать, что у нас идеальный затылок. После этого тогда мы с вами уже поворачиваем нашу Людмилу к зеркалу и пытаемся подобрать форму. Почему мы работаем всегда через зеркало? Только через зеркало мы можем увидеть все, скажем так, нюансы, которые нашему глазу просто недоступны. Потому что зеркало, оно говорит всегда правду. И только через зеркало мы с вами выбираем стрижку. Не надо подходить и смотреть на клиентку спереди, с лица. Смотрите через зеркало. Значит, первое, какую стрижку мы с вами должны подобрать, это посмотреть, получится ли нам, пойдет ли нам короткая стрижка. Для этого мы с вами поднимаем волосы все, убираем и смотрим, подходит ли нам короткая стрижка. Да? Ну, те, кто был до того, как я исчезла, да, знают мое мнение, мне короткая стрижка на Людмиле не нравится. Но у нас есть еще с вами огромный плюс. Смотрите, если все-таки мы решим сделать какую-то там стрижку там коротенькую все-таки ей, да, то есть тогда надо будет обыгрывать с челкой у лица.
у нас ушки идеальные, видите, ушки не торчат. То есть мы можем выбирать вообще любую длину. И форма лица у нее все-таки овальная, что подчеркивает, да, ее внешность и говорит о том, что ей по большому счету подойдет любая стрижка. Осталось только дело за малым, чтобы понять все-таки следующий момент, что хочет наша с вами клиентка. Почему? Потому что есть иногда какие-то еще желания и у наших клиентов, которые приходят. Они там говорят, я не могу там ходить с длинной стрижкой, или, например, я не могу носить короткую, или некоторые говорят, вот как прошлая наша модель, она говорит, я хочу измениться, я хочу помолодеть. Ну и в этом случае тогда у нас с вами флаг в руки, и мы можем тогда творить все, что хотим. Вот конкретно, Людмила, что ты хочешь? У тебя есть какие-то пожелания? Объемы, и чтобы вот быстро можно было, ну, высушить и пойти. Ну, вы знаете, что мы, женщины, это самые ленивые существа. Да, нам надо быстро высушить, встал с постели, быстро высушил и пошел. Это мечта, Людмила, на самом деле всех женщин. Поэтому нам надо с вами, видите, подобрать такую стрижку, чтобы она все-таки с ней легко справлялась, я так понимаю. Вот, ну, знаешь... Я хочу объем, чтобы здесь вот было около лица. Чтобы вот не туда вот так, чтобы вот. Объем или имела в виду, чтобы закрыть лицо? Закрыть лицо. Закрыть лицо. Смотрите, потому что вот опять же, когда, видите, люди не всегда умеют объяснять, что хотят. А вы всегда тогда говорите своим клиентам, что у вас нет ли фотографии, потому что вы просто можете не понять друг друга. Но сейчас я вам просто объясню, что такое, как Людмила сказала, там, например, допустим, объем у лица. Смотрите, объем у лица тоже возможно делать тогда, когда у нас с вами покороче немного идет длина у лица. За счет этого мы с вами можем всегда тогда приподнять здесь, что даст нам дополнительный объем у лица. Но Людмила говорит, я хочу, чтобы у меня было закрыто лицо. То есть она хочет, чтобы у нее вот так вот вытягивалось лицо. Это разные вещи. Понимаете, чем волос длинней, вы сами знаете, волшебства не бывает, тем объема меньше. Потому что объем что делает? Он опускает, он оттягивает волосы. Создать объем на длинную длину, на длинные волосы практически нереально. Это надо будет либо подначесывать, либо тогда делать, знаете, сейчас укладочных средств у нас достаточно много, делать глубокие тогда перекиды, то есть глубокие проборы для того, чтобы у нас как бы такой вот естественный объем какой-то падал. То есть нам тогда надо будет об этом думать, как обыгрывать, чтобы еще создать объем у лица. Вот, значит, следующий момент. Мы с вами выяснили пожелания клиента, а теперь давайте смотреть реально, что можно сделать. И мы в первую очередь смотрим с вами на волосы, как растут волосы. Значит, смотрите, волосы, так как я вам уже сказала, не очень густой волос, волосы растут не сильно густо, поэтому нам надо, конечно же, с вами думать будет, делать ли нам челку, либо не делать, потому что нам же нужна она, в принципе, длинная, потому что есть требование, да, потребность сделать, да, длину вытянутую здесь у лица. Но посмотрите внимательно, да, на форму. Вот как пришла сейчас Людмила ко мне вот такая. Видите? То есть вот ничего не делая, вот пришел клиент, вы сразу видите, что где-то хочется добавить объема. Объема, скажите, согласитесь, хочется добавить вот здесь. Вот в этом месте ей хочется добавить объем. Посмотрите, то что голова, видите, получается вытянутая. Девчонка, она у нас фигуристая, поэтому хочется добавить чуть-чуть объем. Смотрите, видите? Я двигаю волосы и смотрю так, через зеркало, да, смотрю на прическу и подбираю. Вы пишите, пожалуйста, в комментариях, согласны либо нет. Смотрите, видите, я даю чуть-чуть объем ей, капельку наверху, и уже ее длинная вот эта вот челка у лица, которую она хочет сохранить, очень даже получается интересно смотрится. Смотрите, вот добавила немножко объема, видите? То есть у меня уже вырисовывается форма, которую я готова подстричь. Вот смотрите.
То есть получается у нас мы с вами сохраняем длину лица. Это просьба просто клиента, да? Я бы, может быть, сделала бы покороче. Давайте, видите, вопрос, значит, уже сыгрались сомнения. Давайте-ка поработаем над этим. На самом деле, как поработаем? Помните, мы берем с вами челку и начинаем подбирать. Давайте посмотрим, подходит ли нам челка. Да? Вот наши волосы. И начинаем искать челку. Опять же, взяли прядь у лица и начинаем искать. Подходит либо не подходит челка. Но я не могу сказать, что она нам не подходит. У нас овальное лицо, и челка нам подходит. Вопрос такой, готова ли она укладывать ее. Потому что челка это такой инструмент, который надо укладывать, видите. А ей не хочется. Значит, соответственно, остается только какой вариант? Удлиненный, да, челки. И мы с вами тогда ищем какую. Смотрите, так некрасиво челка. Посмотрите, если я делаю по скулы. Опускаем дальше. Видите, тоже некрасиво. Угу. На самом деле, смотрите, вот на мой взгляд, у нее все-таки, если мы делаем челку, то делаем челку длинную. То есть, в принципе, у нас получается, что нет челки. Вот, смотрите, вот эта длина, на мой взгляд, будет у нее лучше, гармоничнее смотреться. Еще раз давайте посмотрим. Если вам плохо видно через зеркало, давайте я вам поверну. И мы с вами приблизительно выберем так, как я уже посмотрела через зеркало. Но я буду немножко косить взглядом и буду показывать вам. Вот смотрите, убираю я вам по челюсти, видите? На мой взгляд, не особо. Опускаю дальше, подбираем. Видите, тоже вот эта зона открытая, не очень мне нравится, вот обратите внимание. Поэтому я как бы все-таки вам рекомендую подбирать вот в таком вот случае, да. Вот в этом случае посмотрите на шейку, да, посмотрите на челюсти, все-таки длину чуть длинней. И получается, что тогда у нас будет прям, мне кажется, хороший вариант. Видите? То есть отвлекает внимание от нижней зоны. То есть, наоборот, подчеркивает красоту. И дальше мы с вами определились, что длина у нас будет с вами ниже челюсти. Так? Это значит, уже у нас удлиненная, да, получается стрижка. И, как я вам уже говорила, хочется дать объем. Хочется дать объем на вот этой вот зоне, на затылочной, на боках, да, на височно-боковой части. А хочется здесь убрать. И в итоге у нас, смотрите, получается, когда мы так руками с вами раскладываем, в принципе, у нас получается каре, смотрите. Видите? Форма. Она сама по себе вырисовывается, когда мы начинаем раскладывать волосы. Смотрите, у нас с вами удлинение идет к лицу. Видите? Объемное каре. Значит, соответственно, объем раз нужен нам здесь, нужен. Значит, это уже будет градуированное каре. Градуировку мы сейчас с вами будем подбирать. Видите? Положила волосы, посмотрите. Мне кажется, уже будет ей очень хорошо, когда мы немножко раздвинули зону. И, на мой взгляд, ей бы еще чуть-чуть приподнять макушку. Во. Давайте я вам поверну теперь ее, пока я не разбила то, что я тут надела. Видите, приподнять чуть-чуть еще макушку. И мне кажется, вообще получается бомбически. То есть в итоге получается удлиненное каре, градуированный затылок и макушку. Вы знаете, макушку... Мы посмотрим. Макушка у нас с вами вообще будет как отдельный элемент. Мы с вами, может быть, макушку сделаем просто короткую. То есть у нас с вами будет средняя стрижка, например, с короткой макушкой. Мы сейчас это быстренько организуем. Все за. И давайте посмотрим длину теперь на затылке, которую мы с вами планируем сделать.
Вот смотрите, видите, у нас с вами затылок. Мы с вами уже говорили о том, что нам надо обязательно создать объем, да, вот в этих местах. Значит, у нас с вами градуированный должен быть затылок. Но вот эти хвостики, конечно же, ну, они вообще ни к чему. И поэтому я думаю, что нам надо будет их убрать. И теперь давайте определять объем. Где же у нас с вами будет объем? Давайте смотреть. Я уберу сейчас, чтобы вы видели профиль. Мы с вами объем на затылке выбираем по профилю обязательно. Видите, у нас в принципе профиль неплохой. Но давайте посмотрим, если нам сделать массивное каре. Массивное каре, объем, конечно же, идет на линии среза, помните все. Давайте смотреть, подходит ли массивное каре Людмиле. Не подходит. Дальше. Поднимаем с вами. Каре делаем 45 градусов. Смотрите, подходит? Подходит. Если мы с вами равномерно распределим объем, вот так, это будет у нас с вами 90 каре. Тоже подходит. И вы знаете, на мой взгляд, это даже лучше, чем 45. Как вы считаете, коллеги, какой будем с вами делать затылок, Людмиле? 45 или 90? Вот смотрите внимательно. 45. Либо равномерный объем, вот так 90. Коллеги, какое ваше мнение? Смотрите с профилем. На мой взгляд, это не принципиально будет на ней, потому что ей пойдет и та стрижка, и 90 будет затылок, и будет 45 натяжения, оттяжка, потому что мы всегда можем сыграть с вами с макушкой. То, чего нам не хватает в объеме, мы еще можем доработать отдельно, независимо от стрижки. 90. 90. Хотим 90. Отличный выбор. Поэтому давайте, значит, мы повторим, что мы сегодня с вами определили. Мы определили, что у нас длинная у лица, а это значит, у нас каре на удлинение будет с вами, открытый затылок, и затылок будет у нас с вами с оттяжкой 90 градусов. А теперь нам надо это все воплотить. И перед тем, как воплотить, помоем волосы. И сейчас мы быстро помоем, так как мне некому ассистировать по поводу мытья. Сюда. Вам придется тогда посмотреть, как я мою. Я вам заодно расскажу, что я делаю. Уже 45. Что уже 45? Давайте, пока я мою, вы тогда определитесь, какой угол мы с вами будем делать, и приступим уже тогда к стрижке как раз. Может, свой угол? Так. А тебе кажется? Тебе и тут пойдет. Мы с вами всегда, перед тем, как нанести шампунь, моем, хорошо смачиваем волосы. Положили на плечи полотенце для того, чтобы не потекло по спине. Вода, естественно, не потекла. Да, хорошо. Я тут подрю. Волосы застряли. Вытаскиваем все волосы, чтобы она не лежала на них. Хорошо смачиваем волосы, после этого только наносим шампунь. Чем лучше смочили, тем лучше он будет вспениваться. Моем мы всегда очень внимательно, очень аккуратно, не пропуская нигде ни одной зоны. Даже если волосы у вашей клиентки чистые, все равно обязательно мойте. Смотрите, приподнимаем, намыливаем шею. Обязательно тоже также моем хорошо. Кладем, придерживая голову, чтобы не ударилась. Нигде не пропускаете. Каждую зону промываем. Это особенно важно, когда вы красите.
Почему? Потому что краска может остаться и чесаться будет человек. Лучше, чтобы все-таки после окрашивания и красивой укладки после вас все-таки ходила и не бежала мыть голову ваша клиентка. Чуть-чуть потеплее. Потеплее, хорошо. Хорошо промыли. После этого вы уже наносите либо кондиционер, либо бальзам, либо какое-нибудь уходовое средство, какое нравится вам. Почему мы наносим кондиционер? Потому что для того, чтобы не травмировать волосы, было мягкое прочесывание, для того, чтобы закрыть чешуйки, разгладить. И правильное нанесение кондиционера. Вы стараетесь сильно на кожу головы не наносить. Счесывая пальчиками, наносите в основном на длину. Если вы чувствуете, что длина шероховата все равно, берем еще кондиционер и наносим именно на ту зону, которая вам кажется более сухой. То есть вы можете кондиционер наносить до 3 раз, да, получается. То есть вы нанесли на всю длину, чувствуете середины, здесь еще сухие. Взяли еще кондиционер, нанесли на среднюю длину, чувствуете, кончики остались сухими, нанесли еще. То есть наносим до тех пор, пока волосы не станут у вас совершенно гладкими, скользкими. Но чтобы вы потом не обрезались, потому что скользкие волосы это тоже плохо для вас, вы должны обязательно кондиционер хорошо смыть. Сейчас я буду вам показывать, как заворачиваем волосы. Я вам показывала в прошлый раз, но так как вам приходится со мной вместе мыть голову, поэтому еще раз буду показывать. Значит, основное. Мы с вами промыли вроде сверху все. Но мы же намылили и снизу тоже шею. И нам надо каким-то образом шейку тоже промыть. Мы с вами отжимаем волосы. Ручки стряхиваем, чтобы воды не было. Берем и быстро прочищаем вот так вот рукой шею. После этого струю воды направляем и смываем. Все делаете очень быстро, аккуратно, чтобы по шее не потекло. Отжали волосы, взяли полотенце. Два варианта можно завернуть волосы. Первый вариант у нас с вами самый, скажем так, наверное, распространенный. Я беру полотенце, на себя поворачиваю, делаю отворот на себя, кладу на лицо. И смотрите аккуратно, потому что, может быть, макияж не надо вот так вот закрывать глаза. Поэтому аккуратно мы с вами пододвигаемся к шее, поднимаем голову и быстро подсовываем полотенце. Подсунули полотенце, видите, у меня полотенце, вот уже хвостик второй здесь. После этого я заворачиваю полотенце в жгут, беру свой хвостик и подсовываю за ушко. Вот на уровне ушка подсовываю. И вот таким вот образом у нас оно держится. Людмила, держится? Угу. Держится. Хорошо, кладем. И второй раз сразу вам покажу. Второй вариант заворота, отворота. Здесь уже вот наше полотенце. Я отворачиваю теперь от себя. Делаю отворот. Сделала отворот. Положила полотенце на мойку. Взяла все волосы. Собрала в кулачок. Подсунула полотенце под шею. Положила голову. Завернула одну сторону полотенца. Завернула вторую сторону. Видите, отворот мой. В этот отворот я поворачиваю полотенце, заворачиваю второй край. Убираю хвост, чтобы не торчал вовнутрь. Складываю полотенце
и убираю опять же край. Вот таким вот образом мы с вами завернули полотенце. Пойдем, Людмила. Вы можете протереть шею, можете с полотенцем отправить, но я отправлю так. Таким образом у вас разная может быть длина спрятана здесь, и это все будет держаться, никаких зажимов вам не потребуется. Все, мы с вами волосы отжали полотенцем. Теперь нам надо зажимы с вами взять. Конечно, лучше всего, чтобы вы работали в фартуке. Я, видите, халтурю сегодня и фартук не одела. Вы извините меня, пожалуйста, просто после болезни я пить буду иногда. Тему эфира напомню. Тема эфира: как создать, да, идеальную стрижку. Мы с вами причесываем все волосы. Мы с вами на нашей теме эфира подбираем стрижку идеальную именно для самой Людмилы. То есть, конечно же, эта стрижка, она вообще универсальная стрижка, да, но мы подобрали ее именно для Людмилы, и именно под нее мы будем стричь именно эту длину, именно эту форму. И какие-то вот элементы, как я вам говорила, мы с вами уже в конце посмотрим по поводу макушки. Может быть, сделаем макушку отдельно, как отдельный элемент. Это будет именно ее стрижка. И, конечно же, форм будет всего 4. Эти 4 формы повторяются между собой, но на ней будет именно комбинация определенных форм здесь, в этой стрижке. Это будет ее форма, ее стрижка. Обязательно одеваем одноразовый воротничок. И теперь начинаем уже переходить к делению на зоны. Так как мы с вами всегда стрижем, начинаем с затылка, если у нас симметричные стрижки. Поэтому мы обязательно должны определиться, какие зоны у нас с вами будут работать. Как всегда, у нас идет с вами сагитальный и горизонтальный проборы. Мы с вами разделяем на них, для того, чтобы не путаться, да, чтобы вы не теряли свои углы, свои линии. Теперь давайте, вы все время спрашиваете, тоже я вам расскажу, как мы с вами определяем сагитальный пробор. Мы всегда говорим там про наивысшую точку головы, которую там надо найти и так далее. Но мы, сами знаете, не сильно это ищем, да? Вот вы, наверное, ни разу не видели, мы просто на глаз все это делим. Как правило, мы делим немножко по-другому. Посмотрите сюда, пожалуйста. Вот есть ушко у меня, видите? И вот это вот ушко и дает мне разделение как раз на зоны. То есть вот получается ушко, вот середина ушка и есть пробор. Понятно? То есть именно середина ушка, вот эта часть, она дает мне именно разделение на проборы. Убираем с вами то, что нам не надо. С противоположной стороны повторяем точно так же. Также нашли мы с вами ушко, именно серединку разделили. И сразу же переходим к рабочему пробору. У нас, еще раз повторю, удлинение к лицу. Мы с вами так решили. Значит, соответственно, это не секрет. Раз у нас идет удлинение к лицу, значит, соответственно, мы должны с вами стричь в какой проекции? Да? В диагональной. Да? То есть мы с вами должны делить рабочие проборы по диагонали, так как у нас вся стрижка должна идти в диагональ. Но затылок-то мы хотим с вами сделать на 90 градусов, правильно? То есть у нас затылок должен быть ровный,
потому что нам объем нужно сделать равномерно, а не тоже без удлинения. Поэтому мы затылок будем с вами стричь, отделяя проборы, конечно, диагональные, но не сильно. То есть у нас будет легкая диагональ, которой мы с вами будем работать. Почему? Потому что у нас все-таки будет 90 градусов оттяжка. Поэтому мы с вами отделяем проборы по легкой диагонали, не сильной, не резкой. Не хватает мне сейчас еще одного зажима, я принесу. Не взяла. И будет такая у нас небольшая диагональ. Сразу же отделяем первый же блок. Как мы с вами задаем длину? Вы помните о том, что у нас есть критическая длина. Длина, на которой у нас всегда начинают поворачиваться волосы. Мы с вами берем, опускаем голову назад, и вы увидите эту линию. Вот она, эта линия, видите? Это линия изгиба шеи. Именно на этой зоне, если вы делать будете длиннее, волосы на спине будут все время выворачиваться. Но нам хочется же идеальное каре, чтобы у нее затылок был объемный, мы с вами решили, и не выворачивался. Поэтому нам с вами нужно будет сделать вот такую длину. Опускаем голову вперед модели. Вы поднимаете под свой рост. Определили с вами рост волос. Вот вы посмотрели, где они растут. Потому что некоторые, да, завышают и приходится подбривать. Я бы, например, подбривать бы не стала. Я бы сделала бы именно по росту волос. Тем более здесь это место совпадает с линией изгиба. Поэтому будем делать по росту волос. Для того, чтобы потом не подбривать. Мы переходим в центр. Начинаем с центра. Задаем точку. Как мы задаем эту точку? Мы видим, естественно, свою линию роста. Вот она, да? И линия изгиба у нас совпадает. Отделяем точку по центру. Задаем. Задали. Только голову все время проверяйте, чтобы голова была ровна. И дальше уже через центр мы с вами переходим. Вся зона у нас с вами подтягивается в ноль. Ставим пальчики по пробору. Видите? Поставила пальчики по пробору. Вижу свою контрольную точку. Она у меня задана. Вот она. Это моя длина. Пальчики стоят по пробору. Повторяю линию среза. Будет запись эфира? Я надеюсь, вы знаете, в прошлый раз тоже нам обещали, но записи эфира почему не случилось? Какой-то был сбой в интернете. Поэтому постараемся, и очень хотелось бы, чтобы эта запись осталась. Значит, с противоположной стороны мы с вами повторяем также. Ставлю пальчики параллельно пробору. Срез у меня параллельно моему рабочему пробору. Для чего я делаю эти рабочие проборы? Для того, чтобы мне не забыть направление. После того, когда я только что все отрезала, я должна обязательно это все подчистить. Мне же затылок 0 градусов. Видите, сколько мелких волос вылезло? Поэтому мы с вами обязательно дочищаем зону. Для того, чтобы вам было удобнее, немножко поворачиваем на бок голову. Отодвигаем, опускаем вниз. Смотрите, видите, выскочили волосы. Поэтому не ленитесь, пожалуйста, подчищайте. Вот так. Подчистили. Мы с вами, естественно же, будем с вами дорабатывать эту зону в самом конце, уже когда высушим. Также в другую сторону наклоняем голову. Пальчиками причесываем и подчищаем. После этого мы поставили. Видите, как рост волос, я вам говорила, собирается к центру. Видите? Так, вроде я натягиваю, оно нормально. А посмотрите, как выглядит. Не очень, да? Поэтому нам надо будет обязательно это все дорабатывать. Поэтому сейчас мы с вами переходим пока к следующему блоку. А низ уже дальше надо будет нам дорабатывать на сухую.
проверяем с вами через натяжение, чтобы все-таки длина у вас была одинаковая. Как видите, длина у меня одинаковая. Перехожу я к следующему блоку. Вот, значит, здесь самая фенечка. Вот обратите внимание, видите, рост волос у меня какой. Это не шутка. В большинстве случаев такой рост волос на затылке. Поэтому, чтобы у нас с вами все-таки затылок ложился красиво, нам надо сделать второй блок в наложении, то есть прядь на прядь. То есть мы должны с вами задать более тяжелый тогда низ. Что для этого мы делаем? Мы с вами опять же сделали легкую диагональ. Опять же голову клиента опустили вперед. Отчесали волосы вниз по центру, взяли. Вижу свою контрольную линию, вот она моя, видите, контрольная линия. И я ее повторяю. Такое задаю окошко. Я задала окошко. После этого перешла я на любую сторону. Можете начать слева, можете начать справа. Вижу свою линию, вот она моя линия. И я ее просто повторяю. Для того, чтобы задать плотность внизу. Потому что второй линией мы тогда перекроем вон тот рост волос, который у нас с вами некрасивый. Обязательно. Вот таким вот образом мы с вами всегда перекроем вот эту некрасивую линию. С противоположной стороны мы повторяем. Там же также я вижу, вот они мои волосы. Продлеваю. Пальцы у меня стоят, как видите, параллельно моему пробору. На всякий случай обязательно проверяем лево-право, голова как стоит, проверяем, чтобы мы с вами не потеряли длину. Проверили. Сейчас уже здесь вот так вот, видите, делать по шее 0 бессмысленно, потому что вот это, видите, мы с вами доработали нижнюю линию. У нас тут все чисто, поэтому вот эту линию мы с вами будем уже дорабатывать дальше только на сухую. Сейчас, так как мы с вами решили, что у нас с вами 90 будет оттяжка, мы делаем, переходим к следующему блоку и уже переходим тогда в угол, который требуется нам. Какая длина ножниц? 5,5. Отделили мы следующий блок, переходим к центру и смотрите, как мы определяем с вами 90 градусов. Так, я ровно сделала, а то же мне не видно. Не, ну вроде ничего, это просто повисло. Так, значит, смотрите, мы работать начинаем, так как у нас симметричная стрижка, всегда с центра. Мы отделяем по центру блок, берем в руки. И у нас с вами должно быть натяжение 90 градусов в голове. Что это значит? Вы как бы пальчиками с внешней стороны обнимаете голову. Хорошо отчесываем волосы. Обняли голову. И вместе с расчесочкой натянули. Видите, иду. Вот это натяжение у меня будет 90 градусов в голове. То есть, что бы это значило? Вот вы поставили расческу, видите? И у меня расческа четко повторяет мое натяжение. Вот это называется 90 градусов. Еще раз показываю. Обняла пальчиками голову и тяну. И тяну я именно до своей линии, которая у меня уже задана. Вот это и есть моя контрольная точка. Смотрите, я ее сейчас опущу. Это контрольная точка моя, это точка уже сделанная во втором блоке. Я не иду на нижний блок. Нижний блок у меня остается свободным. Все, я уже с ним не работаю. Я перехожу контрольной точки, которая уже на втором блоке. И она теперь будет мне показывать длину, которая мне нужна.
Людмилочка, держи голову, пожалуйста. Вопрос. Первые два блока голова клиента не наклоняется вперед? Да, первые два блока обязательно, иначе вы не подлезете. Вам просто будет это неудобно. Нам надо 0. И чем ниже она наклонила, тем чище мы сделали 0. Давайте, поехали дальше. Голову еще раз показываю. Обняла, натянула, прядь, иду. Вижу свою контрольную точку. Видите, я ее дошла до нее, нашла. Все, вот она. И теперь я уже по прямой свожу в эту точку. То есть у меня получается натяжение 90 и срез 90. 90 на 90. Голова клиента у меня стоит ровно. Смотрите, коллеги, вы сами, наверное, знаете, что люди, когда вы начинаете стричь, у нас очень много нервных окончаний на голове. И мы каждый раз начинаем причесывать, моем волосы там в мойке сначала, потом причесываем. И, соответственно, мы затрагиваем, то есть мы эти нервные окончания возбуждаем. И людям это достаточно приятно, и люди у вас засыпают. Поэтому, пожалуйста, смотрите, чтобы голова вашего клиента все-таки находилась в положении нужном вам. Значит, следующий блок, видите, я перешла уже в диагональ. Я по центру сделала прядь, она была контрольной. Я ее разделила пополам, взяла новую прядь, взяла, причесала хорошо, пальчиками обняла, причесала, натянула, поставила. И посмотрите, пожалуйста, что у меня произошло. То есть у меня, вот она моя контрольная линия. Я повторяю свою контрольную линию. То есть я перешла за прядью и простригла ее. Только что простриженную зону я делю пополам. Опять же, диагональным пробором. Видно диагональный пробор, как я делаю? Разделила пополам. Взяла свежую прядь, новую, отделила, натянула волосы. У меня, видите, это диагональ, показываю вам всем. Вот она, диагональ. Я так буду в диагонали и стричь. Натянула, я перешла за прядью. Голову обязательно поправляем клиента ровно. Перешла я за прядью, натянула прядь. И посмотрите, вижу, у меня моя линия контрольная видна. Я ее повторяю. Вот смотрите, нам все-таки нужно с вами удлинение. И удлинение я бы хотела бы делать не тонкое. Здесь у меня еще достаточно много волос, видите? Можно разделить на две части, но тогда у нас с вами будет более тонкое удлинение у лица. Я вот этот весь двойной блок, видите, вот он как бы на две части его можно было бы разделить. Но вот этот весь блок я уже буду подтягивать к только что простриженной зоне. То есть весь вот этот блок я буду простригать. Значит, следующий момент, вот смотрите, пожалуйста, внимательно, как я буду делать удлинение, и чтобы у меня еще у лица было не тонко. Потому что этот вопрос мне задают постоянно. Людмилочка, пожалуйста, держи голову. Хорошо, моя милая? Почему следующий пробор диагональ? Диагональ, смотрите. Мы когда с вами идем прямо, да? Ну, мне неудобно. Мне надо посмотреть, как я выгибаю спину. Видите? Мне получается, чтобы поднять руку по прямой, да, видите? Мне получается, надо здорово выгнуть спину. Видите, как я выгнула ее? Если я взяла в диагональ, я стою вообще ровно, видите? Я ровно стою, то только подняла локоток свой. И вижу тот же самый срез. Видите? То есть я берегу свою спину, поэтому я вам рекомендую работать с диагоналями. Так вот, вернемся к нашей диагонали, которую мы уже здесь простригли. И смотрите сюда внимательно. Мы с вами подтягиваем всю зону, которую я вам говорила, как бы двойная зона. Людмила, держи, пожалуйста, голову. Угу. Я подтягиваю, и у меня линия была задана. Вот она моя линия, вот она кусочек, вы ее видите. И я эту линию веду совершенно просто прямо вниз, продолжая свою заданную линию. Почему я веду вниз? Сейчас я вам покажу. Всю вот эту зону мы подтягиваем
и делаем вот такой вот ровный срез. Вот такой совершенно ровный, видите, идеально ровный срез. Почему? Я не делаю вот в эту длину. Если я в эту длину буду уводить, у меня начнется дальше истончаться ушко. Я хочу ушко сделать достаточно плотным. И у нас с вами все-таки сильное удлинение к лицу. Поэтому я, когда вот так опускаю, видите, какой хвостик у меня большой? Я вот на этом этапе буду уже задавать плотность моему ушку. Если я сделаю короче, у меня ушко будет более худенькое, а нам нужен объем внизу. Я вам уже говорила о том, что волос не очень густой, и нам надо создать вот эту видимость густоты. Поэтому мы с вами создали и удлинили вот такой хвостик. Теперь немножко его удлиняем. Сами самостоятельно оставляем подлинней. И вводим в затылочную зону. Он у меня, видите, все равно длиннее, идет немножко наложением. Потом уже дальше в сухом виде мы с вами будем дорабатывать еще больше, если понадобится. Но не забывайте, что у меня длина у лица длинная. Пока, видите, я разговариваю, волосы высохли. И нам надо с вами обязательно все намочить, потому что мы стрижем с вами исключительно влажные волосы. Значит, через центр мы с вами переходим на противоположную сторону. Центральная контрольная прядь делится пополам и берется новая прядь. Если вам мешают волосы, вы можете волосы заколоть. Вот она, диагональная прядь. Я перешла за ней, обняла голову, натянула. Значит, соответственно, это 90. И я вижу свою контрольную линию. Вот она. Я ее повторяю. Разделила следующую, убрала, разделила предыдущую, перешла я за прядью, показываю вам аккуратно, натянула 90 к голове, обняла голову, причесала, натянула, увидела свою контрольную, соединила. И вот здесь, как вы видите, у меня опять же получилась двойная прядь. Я бы сделала бы на 2 раза, да? Но мне не надо на 2 раза. Я хочу плотность у лица. Поэтому я подтягиваю это все к своей только что простриженной зоне. И четко опускаю по прямой вниз, не соединяя ее с нижней зоной. То есть вот она у меня опять же получается длинней. Опускаю и задаю опять же ей длину сама. Свожу, то есть с затылком. Но так как у меня девушка немножко отдыхает, мы с вами обязательно лево-право подравниваем. Почему? Потому что идеально тут получиться не может, да? Немного голова все время уходит в сторону. Мы с вами обязательно ищем лево-право внизу. Теперь мы поднимаем волосы. И ищем линию, на которой у нас с вами будет приблизительно сходиться длина. Видите, вот она по кругу, видите, сходится. Так как мы с вами переходили, у нас переходящая линия, мы с вами чуть-чуть дорабатываем. Нам не надо ничего отрезать. Видите, переходящая по кругу. Методом pointing мы с вами дорабатываем. Вот этот вот угол, вот здесь у вас сейчас получится, мы с вами длину там сделали, убираем. Вот так, выровняли. Отпустили, и теперь идем в противоположную сторону. Опять же находим, где мы с вами тут делали. Находим одну линию приблизительно. Переходим. Но здесь, видите, у меня все идеально получилось. Мы с вами отпускаем и натягиваем через натяжение. Через натяжение обязательно не ленимся, проверяем. Из одной и той же зоны берем и проверяем длину. Видите, у меня все здесь получилось прямо отличненько. Из одной и той же зоны взяли. Переходим теперь к следующему блоку. Но вы можете посмотреть со стороны сбоку, сразу у нас какой объем получается. Видите? Вот такой вот объем может дать только 90 градусов. Видите? Переходим дальше.
у нас с вами легкий наклон, потому что мы на затылке с вами удлинение не делаем. Делаем только уже возле уха. Всегда мы с вами стрижки симметричные делаем с центра, стрижем. Равномерно смачиваем. Почему? Потому что у нас с вами... Голову, Людмила, держи, пожалуйста, ровненько. Почему мы равномерно смачиваем? Потому что волос эластичный в мокром виде, а в сухом менее эластичный. Натяжение при стрижке получается разное. Поэтому старайтесь все-таки, чтобы у вас был волос равномерно намоченный. Переходим в центр. Опять же, берем прядь по центру. То же самое у нас с вами 90 к голове. Мы с вами оттянули прядь, пальчики поставили, натянули и поехали. Вот это у меня 90, да? То же самое я могу проверить расческой. Вот у меня, видите, совпадает полотно расчески и мое полотно. Вот это и есть 90 градусов. Я натянула. Вижу свою контрольную точку. Вот она. И свожу свою новую прядь с этой контрольной точкой. Вот она, свела. Разделила свою зону по диагонали уже. Взяла свежую прядь. Перешла я за прядью. Натянула волосы. Также 90 к голове, как вы видите. Вижу контрольную свою. Вот она. Локоток держу, не ленюсь, высоко. Разделила свою прядь пополам. Взяла новую, свежую. Натянула. Натянула, помните как, да? 90 у меня к голове. Вижу свою контрольную, вот она, и соединяю по ней. Вот она моя линия, простриженная. Разделила я ее пополам, взяла следующую прядь, перешла я за прядью, натянула, 90 к голове, вижу свою прядь, соединила. Всю вот эту последнюю, она, видите, у меня опять же двойная. Всю я ее подтягиваю, продолжая линию. Я не поменяла своего натяжения руки. Рука у меня не шелохнулась. Я продолжаю линию. Отпустила. Вот смотрите, видите, у меня хвостик пошел дальше. Переходим на противоположную сторону. Делю по диагонали новую прядь. Разделила по диагонали только что простриженную контрольную, центральную. Перешла я за своей прядью. У меня с вами 90, помните, к голове. Оттяжка у меня хорошая. Вот она моя, видна линия. Я ее простригаю. Дальше опять же перешла в диагональ. Разделила предыдущую прядь простриженную, перешла я за прядью. Видно всем хорошо? Вот она моя контрольная линия. Все, простригла. Отделила следующую. Перешла я за прядью. Натянула 90. И простригла свою линию. Последнюю всю подтянула по прямой, не меняя, не перехватывая линию. То есть вот как я стояла, так я замерла и стою. Вот у меня опять же появился хвостик. Проверяем всегда. Почему? Потому что голова, клиент расслабляется, клиент приходит к вам отдыхать. Поэтому обязательно проверки. Ищем линию, где сходятся у вас волосы. Смотрите, если я опущу, низ вышел. Если я сильно подниму, да, оп, тихо, хорошо.
Если я сильно подниму, верх у меня будет тоненький. То есть нам надо найти, где у нас середина, где у нас появляется плотность. Вот она, видите? И так как мы с вами, это была линия у нас переходящая, она и выглядит у нас с вами по кругу. И это правильно, потому что мы с вами стригли 90. Но не забывайте, у нас удлинение было к лицу вот здесь вот у хвостиков. И я вам сейчас, если вы сверху посмотрите, будет сразу же видно. Вот здесь идет круг, а вот здесь идет хвостик удлинения. Вот здесь круг, давайте я сейчас вам покажу. Вот, видите? Вот здесь вот круг, видите, пошел. А здесь удлинение, вот оно. Поэтому получается неровная такая форма. Но эта форма нам просто необходима для того, чтобы задать удлинение к лицу. Все, мы с вами проверку доделываем с другой стороны. Проверку делаете, опять же, методом pointing. Почему? Потому что мы с вами просто облегчаем. Да? Метод pointing, он у нас с вами что делает? Он делает более легкий срез, более мягкий срез. И вот так вот уже, смотрите, красиво у нас с вами получается. Переходим уже к следующему блоку. Вы можете вот эти вот уже маленькие тонкие пряди уже сделать в одну, потому что неудобно их уже соединять между собой. Хочется соединить, потому что неудобно отдельно заколки на них вешать. Переходим теперь к следующей. Вот так вот будет удобней. Опять же к центру берем. Значит, смотрите, здесь у нас с вами все-таки да, форма головы идет уже по кругу. Поэтому мы не можем с вами повторить здесь 90 градусов. Как вы понимаете, у нас все-таки с вами удлинение это каре. Да? Поэтому здесь мы уже с вами выравниваемся. И наше натяжение будет идти параллельно полу. И мы с вами будем продолжать линию, которую мы задали. Задали мы линию здесь, она видна. Параллельно полу натяжение. Вот оно, видите? Параллельно полу. И я задаю, продолжаю свою линию. Причесываю, отчесываю, разделила пополам свою рабочую контрольную прядь, которую только что простригла. Ушла я на диагональ, как вы видите. Опять же у меня натяжение идет параллельно полу. Контрольную я вижу, вот она. Простригаю. Следующую делю пополам свою рабочую зону, рабочий блок, который простригла. Взяла свежий блок, отделила, натянула я его, как всегда, параллельно полу. Контрольную, вот она, я ее вижу. Простригла. И вот эту зону всю я подвожу к своей линии. Линию мою я не изменила, стою на месте. Подтягиваю все к своей линии, простригаю вниз. Линия уже задана, вы ее видите. Просто продолжаете. Переходим на противоположную сторону. Разделили диагональю свою центральную контрольную прядь. Перешли в диагональ. Натяжение у нас с вами параллельно полу, стою за прядью. Контрольную линию вижу. Соединила. Разделила. Разделила. Перешла за прядью. Натянула. Параллельно полу. Контрольную свою вижу. Соединила. Всю прядь простригла, продолжая свою только что заданную линию. Видите, я повторяю свою линию, я ее вижу. Не задаю новую. Все, я ее повторила. Дальше, опять же, у меня проверка идет. Поднимаю, ищу, чтобы у меня все было ровненько. Линия должны волосы приблизительно сойтись в одну линию. Проверяем. Желательно проверять еще длину лево-право. Давайте проверим заодно.
Белочка, держи. Ага, не падай никуда. Проверяем. Так, низ той зоны взяла. Вот здесь вот чуть-чуть голова была сдвинута, поэтому, видите, вот какой-то хвостик у меня тут остался, надо бы его доработать. Поднимаем вот таким вот образом, опять же дорабатываем хвостик. Берем из одной и той же зоны и проверяем длину, чтобы у нас вся длина была, видите, все у нас теперь идеально. Все у нас, видите, вообще везде, отовсюду очень ровненько. Давайте посмотрим, что у нас получилось сбоку. Ну, смотрите, по-моему, хороший объем получается, да? Согласны? Так, дальше. Здесь уже затылок. Мы с вами повторяем то, что мы только что простригли. Опять же, берем по центру прядь. Натяжение у нас с вами параллельно полу, то есть здесь уже идет по касательной голове. По касательной голове продлеваю свою линию. Перешла я в диагональ. Также по касательной голове я перешла, кстати, за прядью, не забывайте. Видите, касательная к голове. Прядь я свою вижу, вот она. Соединяю. Последнюю подтягиваю. Линия моя, помните, задана, вон она, поэтому я в нее сразу встригаю. Другая сторона. Перешла за прядью в диагональ, да, по касательной к голове. Линию вижу, встригаю, последнюю подтягиваю. Новую линию не задаю, просто простригаю то, что у меня есть. Насколько хватает длины. Затылок сделали. На всякий случай обязательно проверка. Опять же подняли, опять же проверили. Маленькими шагами просто чуть-чуть проверяем себя. Все ли правильно натянули. Видите, все волосики у меня сошлись. Так что все здесь у меня отлично. Проверяем еще помимо этого через натяжение. Видите, все у меня здесь хорошо. Угу. Теперь переходим на височные зоны. Здесь мы с вами определились с длиной. Длина у нас с вами... мы с вами определили ниже челюстей, да? Поэтому нам с вами, чтобы задать длину, нам надо что сделать? Диагональный проборчик, да? То есть мы с вами делаем диагональный пробор, потому что нам с вами надо вывести в длину. Убираем вот эту лишнюю длину. Угу. Сейчас будем выводить. И сразу же отделяем на противоположной стороне. Только обязательно смочите волосы, потому что желательно все-таки стричь, как я вам уже говорила, волосы влажные, чтобы натяжение было одинаково. И, значит, следующий момент. Так как у нас с вами стрижка симметричная, нам надо стричь, вернее, сделать, отделить проборы, чтобы они у нас были на одной высоте. Чтобы слева и справа была одна высота, на одном уровне, для того, чтобы нам легче было потом проверять длину. Смотрите, вот здесь вам всегда что-то мешает, да, плечо. Мы должны с вами вспомнить, какая длина у нас должна быть у лица. Наша Людмила хотела, и мы с ней, да, договорились, где-то вот такую вот длину нам надо. Значит, соответственно, вы не забывайте, что в сухом виде волосы поднимаются. А значит, соответственно, длина должна быть еще подлиннее, для того, чтобы в сухом приподнялось. Правильно? Мы с вами поворачиваем голову и наклоняем, чтобы у нас с вами натяжение было 0. Сейчас мы задаем окантовку. Мы видим нашу скулу, это, вернее, челюсть, прошу прощения, и нам надо сделать ниже. То есть нам надо вывести из точки А в точку Б. Поэтому мы с вами берем волосы. У нас, видите, идеальные ушки. Нам они совершенно не мешают.
И помним, да, мы должны поставить ручку так, чтобы у нас с вами сошлась вот эта вот длина. То есть наш пальчик в данном случае должен указать на длину, к которой мы придем. Натяжение у нас 0. Ставим пальчик и начинаем движение. Нам надо теперь соединить. Вот так. Мы с вами теперь, видите, соединили длину. Самое сложное не сделать первую линию, а повторить вторую, чтобы у вас все было четко и правильно. Выравнивание, конечно же, будет у нас еще с вами на сухую. Это обязательный момент. Так, вот мы с вами одну линию сделали. Теперь то же самое нам надо повторить с противоположной стороны. Голову немножко отворачиваем, на бок кладем. Но с этой стороны, как вы понимаете, мы здесь уже начнем. Да? И наш пальчик должен указать на длину, которую вы будете делать, то есть у лица. Видите, мешает мне плечо, поэтому не знаешь, как сделать. Тогда давайте натянем, поставим сюда. Сюда натянем, передвинем. Но только обязательно, так как мне нужно 0, мне также надо натянуть вниз. Потому что обязательно надо натянуть вниз. Видите, потому что сразу же волосы вот эти мелкие выскакивают. Только через 0 у меня ничего не будет снизу торчать. Нам с вами теперь надо проверить обязательно лево-право, как вы отрезали по длине. Можете проверить к лицу. Можете вот взять из одной и той же зоны, например, над ушками, натянуть, проверить здесь. И если где-то что-то вам не нравится, еще чуть-чуть доделать. Потому что мы же работаем не с линейкой, и вы это прекрасно понимаете. То есть у нас с вами должен быть обязательно более-менее глазомер. Отделяем следующую зону. Окантовку мы с вами задали, как вы видите уже. Переходим дальше. Опять же сразу лево-право. Я собираю сейчас уже в одну, чтобы просто мне не мешалось. Вот так. Дальше поворачиваем голову. Значит, напомню вам еще раз, что все-таки у лица мы хотим, чтобы нижняя линия была плотная. А значит, соответственно, когда мы с вами будем стричь ее, нам надо сделать такое как бы наложение пряди на прядь, да, то есть вы не сильно укорачиваете, вы сделаете на 1 миллиметр длиннее окантовку. На 1 миллиметр длиннее сделайте для того, чтобы сделать возможность плотности к низу. После этого мы с вами берем волосы, перечесываем все на затылок, опять же к нашей контрольной линии, к окантовке перечесываете все, насколько дотягивается, подравниваем. Это еще, конечно же, не все. Мы сейчас с вами отрежем с другой стороны, и дальше я покажу, что еще делать. Опять же, наклоняем голову. На 1 миллиметр длиннее мы с вами отрезаем длину. Натяжение обязательно переходим. Помните, я вам говорила, на 1 миллиметр. Длиннее не надо, потому что это все потом у вас уйдет нам для плотности. Все волосы подчесываете на затылок и вводим в окантовку, насколько хватает длины. Угу. Здесь у нас все прошло.
Дальше мы с вами должны задать длину лево-право, чтобы было ровно. Проверяем опять же длину лица. Проверяем длину за ушками. Все ли у нас здесь одинаково. Дальше, значит, смотрите, так как у нас на затылке с вами были короткие волосы, а здесь у нас с вами длинные, видите разницу? Поэтому нам надо здесь с вами это свести, эту разницу. Поэтому мы берем с вами прядь, которая была на затылке у нас прострижена. Вот она, помните, да, наша контрольная прядь. И получается натяжение по касательной голове. Я подтягиваю все свои волосы от лица, насколько мне хватает длины. По касательной я не завожу назад, не увожу под 45 градусов. Здесь конкретно, так как мне надо создать плотность внизу, я стою и натягиваю волосы по касательной. Вижу свою контрольную, видите, вон на моя линия. И я соединяю все волосы, какие у меня дотянулись сюда. Все. Эта зона у нас с вами прострижена. Переходим на противоположную сторону. Также взяла на затылке свою контрольную прядь. Подчесала все волосы, насколько хватает длины к ней. Натянула по касательной. И простригла. Все волосы простригла сразу одним захватом. Отпустила. Так, только единственное, пожалуйста, смотрите, как у вас клиент держит голову. Иначе у нас будет асимметричная стрижка. Сейчас я еще раз теперь проверю. Давайте теперь проверим лево-право. Потому что, возможно, я не углядела, как сидит у меня Людмилка. Да, давайте чуть-чуть вот сейчас проверим вот эту зоночку. Видите? Голова была чуть-чуть под наклоном. Вот видите, у меня остался хвостик. Вот я вам сейчас его покажу. Видите, голова была под наклоном, хвостик остался. Поэтому обязательно проверяйте, как сидит клиент. Ну вот, сейчас видите, все, сейчас у нас хвостик сошелся. Теперь делим пополам последний блок. То же самое повторяем. Поворачиваем на бочок, опускаем голову, натягиваем волосы вниз. Свою линию мы видим, делаем чуть-чуть подлиннее на сантиметрик. Фу, простите, сантиметрик. Миллиметр, девчонки, мальчишки, простите, я уже просто под вечер заговорилась, так как я еще работала и еще буду работать. На 1 миллиметр длинней. Исправьте, пожалуйста, если вы записываете за мной. 1 миллиметр. Я уже прям совсем чокнулась, извините. Вот смотрите, линия моя какая получается. Видите? Она достаточно плотная у лица. И также с той стороны повторяю. Поворачиваем немножко. Также мы с вами натягиваем волосы все вниз. 0 на 1 миллиметр длинней. Плечо мешает, поворачиваем так, чтобы у нас оно не мешало, а мы могли как-то это простричь. На 1 миллиметр. Так. После этого мы с вами опять же встаем за спиной, да, натягиваем волосы. Опять же, по касательной. Я вам уже говорила, что такое касательная. Вот, мы коснулись в одной точке голову. Это называется по касательной. Мы ее не обняли. Мы натянули и видим там нашу контрольную прядь. Я простригла. Здесь, видите, все у нас сошлось. Вот так. С другой стороны я также встала по касательной. Милочка, держи голову. Ищу свою, вот она, контрольная прядь, видели, вот она, да? Угу, по касательной. Стою. Убрала. Так, после этого мы все волосы причесали назад.
подняла, натянула. И вот здесь у меня идет доработка. Натянула, причесала по центру. Видите, у меня здесь какие-то просто маленькие хвостики, которые, видать, не попали в длину, когда я причесывала. Все, это я убрала. Причесываем и смотрим. Посмотрите, пожалуйста, видите? Я не укоротила у лица. То есть я оставила и сохранила длину, как меня просила Людмила. Но ввела стрижку. После этого мы с вами обязательно проверяем все равно длину. Лево-право у нас должно быть одинаково. Но, видите, мы визуально смотрим нормально, да? Причесываем вперед, и у нас должен быть треугольник равномерный. Если он у нас есть, прекрасно. Но просто, значит, если нет, то чуть-чуть просто его подчищаете, чтобы он был более четким. Здесь хорошо. И теперь с этой стороны немножко, чуть-чуть глубоко. Ага. Вот так. Подчесали, все. Теперь мы приступаем уже к сушке. И дальше будем думать, нужно ли нам с вами еще проработать макушку. Сначала мы с вами сушим, после этого берем брашинг и уже тогда приступаем к укладке. Если вы хотите, вы можете нанести укладочные средства перед тем, как будете сушить. Но я уже, наверное, вы знакомы с моей техникой, я все-таки больше сушу по форме, потому что человек видит, как я это делаю, и, соответственно, дома может повторить. Убираем волосы лишние, которые вам мешают.
ну давайте посмотрим, что у нас получается. Там. И дальше будем с вами дорабатывать стрижку. Вопрос, Боря. Какая фирма ножницы, какой бренд у фена? Так, фен. Фен Тайгер. Так, ножницы Ягуар. Ягуар. Они немножко другие, у них крутится кольцо. И, соответственно, это кольцо мне позволяет менять угол, не меняя направление сустава. Мне угол среза позволяет менять. Так, ну давайте с вами приступим дальше к стрижке. Я вам сейчас покажу, вот что мы с вами посушили. Получилось у нас. Да? Я теперь тоже через зеркало посмотрю, если вы не возражаете. А вы посмотрите тогда пока со всех сторон, потому что мне тоже нужно понять, что дальше делаем. Так, значит, вот у нас, смотрите, достаточно объемный затылок, как мы и хотели, получился. Так, дальше мы с вами сделали удлинение к лицу. По-моему, тоже хорошо получилось. Да, если через зеркало посмотреть, объем у нас есть. Но смотрите сюда, когда вы подойдете поближе, смотрите, у нас всегда происходит одно и то же. Видите? Рост волос такой, что разваливается всегда макушка в этом месте. Поэтому вот это место я бы на самом деле, наверное, сделала бы, все-таки доработала и сделала еще покороче, так как бы более озорное. Ты не против? Согласна? Она не против. Видите, какие у меня хорошие модели, на все согласна. Поэтому смотрите, мы сейчас будем дорабатывать, естественно, все. Да, это будет методом понтинг, а соответственно мы с вами еще должны будем доработать, видите, вот нашу окантовочку. Нам осталось здесь немножко сделать, и вот эту вот окантовку, вот, нам надо будет потом доработать еще. Ну, я вам сейчас покажу, давайте начнем с фенечки все-таки вот с этой. Макушка таким образом станет немного короче, так как нам у лица укорачивать нельзя. Поэтому мы с вами берем, помните, у нас был сагитальный пробор, на уровне сагитального пробора прядь. Подчесываем к нашему пробору, который все время разваливается. Да? То есть вот у нас вот такой рост волос. Мы подтягиваем все сюда и делаем глубокий пойнтинг, отрезая длину. Но отрезаем мы ее не ровно. Мы оставляем все-таки форму, но с внешней стороны держите ножницы и глубоким пойнтингом мы отрезаем длину. За счет этого у нас освобождается, видите, более короткая макушка получается. Еще раз показываю. Я натянула к пробору, даже за пробор получается. Глубоким пойнтингом прошлась. Видите? Я не убрала длину стрижки, стрижка осталась той же. Перехожу на противоположную сторону. Опять же, по сагитальному пробору, который был, беру прядь. Подтягиваю прядь за пробор. У меня же разваливается именно здесь. Помните, вот моя макушка растет. Видите, я перешла за свой пробор. Глубоким пойнтингом я глубоко филирую, не стесняюсь, вычесываю, смотрите, видите, сколько у меня падает волос? Вот так вот, много, вот. За счет этого у меня получается более короткая макушечная зона. Теперь я, чтобы мне более-менее их свести, эти две зоны, то же самое я поднимаюсь с затылка, вперед оттягиваю. Видите, у меня уже здесь все прострижено. Видите, много у меня коротких волос. Видите, вот они, видите, короткие волосы. Еще чуть-чуть в центре прорабатываю. За счет этого у меня с вами появляется короткая макушка. Видите, она может руками себе потом взбивать, и эта короткая макушка у нее будет стоять. Обратите внимание, это фенечка, которой вы можете пользоваться на разной длине стрижек. Так как у нас с вами была все-таки равномерная форма, ну, как видите, очень хорошо волосы легли, но
есть такое выражение, да, слышали, ребро жесткости. Так вот, чтобы у вас была просто более мягкая форма, возьмите и сделайте пойнтингом, но только не глубоким, а только по краю, по кончикам, и размойте эту линию, чтобы ее не было. Нигде мы с вами не теряем ничего. Медленно идем. Каждый блок прорабатываем. Все красиво сводим. Вот посмотрите, обратите внимание, какой красивый у нас получился объемный затылок. Просто бомбический. Значит, потом следующий момент. Вы помните, мы с вами здесь облегчили. У нас многоуровневая получилась макушечка. Видите, насколько, если вы присмотритесь, там коротенькие волосы. Можно аиртач даже сделать. Вот, но нам с вами надо немного свести перед. Берем тоненькую прядь по пробору. Видите, пробор у нас с вами все время разваливается. Всегда, всегда так вот он живет. Вы сами знаете, это рост волос. И также мы с вами пройдем по кончикам, чтобы свести это с макушечкой. Только чуть-чуть. Вы не забывайте, что нам нельзя облегчать. Просто для того, чтобы вот на месте пробора, вот здесь, тоже появился небольшой объем. Если вы посмотрите, видите рост волос такой. Поэтому, чтобы немножко появился у нас объем, мы с вами так сделали специально. Вот эти места нам облегчать у лица, который наша нижняя окантовка, не требуется. Мы с вами сейчас поднимаем и прорабатываем уже нашу краевую линию. Опускаем голову. И идите все ко мне. Появился, видите, наш волшебный хвостик, который мы изначально видели, видите? Поэтому мы просто берем и наш этот хвостик прорабатываем. Как видите, линия лежит очень хорошо. Я вообще никакого акцента на ней не делала, но видите сами, линия ложится просто идеально, кроме вот этого хвостика. Поэтому мы сейчас с вами волосы потрясем, еще раз посмотрим. Как видите, линия у нас с вами ложится хорошо. Вот здесь вот чуть-чуть что-то вышло. Давайте поглядим. Нет, ничего нет. Как видите, все хорошо. Я не сторонник машинки. Если кто-то хочет прорабатывать окантовку машинкой, вот на этом этапе это делаете. Я люблю все-таки более живые линии. Как видите, мне кажется, это симпатично. Людмила, поставь, пожалуйста. Посмотрите сами. Видите, на мой взгляд, линия получилась хорошей. То есть, на мой взгляд, более точную, четкую делать не надо. Тем более у нас такая достаточно живая стрижка. И мы с вами теперь переходим и смотрим окантовку нашу, которая идет уже от затылка к лицу. Причесываем все и смотрим нашу линию. Опускаем голову немножко на бок, чтобы вам это было видно. И вот здесь вот у нас ушко. Видите, вот это соединение у нас немножко появилось маленький хвостик. Вы его тоже дорабатываете. Идем, идем, смотрим. В общем, основное, да, дальше, чтобы у вас стрижка ложилась красиво. Не знаю, на мой взгляд, там не надо больше ничего, потому что волосы все в движении. Смотрим теперь нашу линию здесь за ушком. Потому что, как правило, на стыке затылка и лица всегда вот может появиться вот этот хвостик. Вот мы его с вами убираем. И все, и больше ничего нам здесь не надо. И здесь то же самое, все здесь хорошо. После этого мы с вами сдуваем волосы.
придерживаем волосы, так как будет носить ваша клиентка. Так, я что-то подняла, а механизм потеряла. Распаковываем. И сейчас мы с вами покажем со всех сторон вид. И заодно дадим зеркало и посмотрим. Вашу модель посмотрим. Кстати, вы, когда сейчас я до конца уже распакую, секунду. Сиди, пожалуйста. Угу. Вы можете, так как эта стрижка универсальная у нас с вами, мы можем с вами перекидывать налево, направо, можем делать какой-нибудь просто косой пробор кривой, да? Я, правда, не вижу без зеркала. Ну, можем перекидывать и менять пробор, да? Поэтому просто ваша клиентка, она уже в дальнейшем уже поймет, как она это будет носить. Просто вы выбираете, на какую сторону вам больше нравится. Я сделала, так как она просила, чтобы они распадались сами, как они растут. Я сделала поэтому симметрично. Но, как видите, можно носить и не симметрично, и тоже будет неплохо смотреться. Сейчас мы дадим зеркало вашей Людмиле, да? Также вы можете делать не по прямой, а как всегда выворачивать волосы от лица. Там уже будете решать. И на этом этапе, если вашей клиентке хочется, чтобы вы укладочные средства использовали типа лака, то можете, конечно же, в этот момент сбрызнуть все. Вы даете зеркало, она сама вертится. Угу. Людмила, что скажешь? Мы ждем результата, все вместе ждем, да? Давайте голосуем, как получилось. Людмила. Мне нравится, хорошо. Она забыла, что она в прямом эфире. Ну тогда, да, пускай тогда она любуется, я к вам поворачиваюсь. Ну вот. И вам тоже спасибо, что вы все меня поддержали. Вам понравилась стрижка? Супер, да, очень красиво, мне тоже так кажется. Так что, пожалуйста, приходите ко мне на прямые эфиры. Он будет у меня перенос 22 числа. И не забывайте, что на GET-курсе я рассказываю все точно так же. Так что онлайн-стрижки на GET-курсе, пожалуйста, приходите, берите все, что вам нравится. И спасибо за то, что вы меня поддерживаете. Я вас очень всех люблю. Спасибо вам большое и до новой встречи в эфире. Всем пока-пока! Ну, отлично. Очень рада, спасибо. Спасибо, девчонки, мальчишки. Вообще не вижу мальчишек. Очень-очень. Спасибо. Вы мало задавали, кстати, вопросов мне. Конечно, интернет не работает. Так что вы в следующий раз, пожалуйста, подготовьте вопросы. Вру, у нас будет 15 числа еще, только будет на другом канале. Я вам всем анонсирую это все, так что вы смотрите у меня в соцсетях, информацию я выкладываю. Еще раз всем пока, спасибо вам, всех люблю, хорошего вам вечера. Как вас найти? Тег, набирайте Петрова Ольга на GET-курсе. Переходите, пожалуйста, в мои соцсети, я там регулярно об этом говорю. Запись постараемся выложить. Все, спасибо вам еще раз, прощаюсь со всеми, пока.